Hello! This video is for those who study Russian as a foreign language, for those who are interested in Russian. So I'll speak Russian here, but you will see subtitles and you can also turn on the translation into your language. Поехали! Теперь по-русски. Вы меня знаете. Я не могу вот просто взять и начать говорить по теме. Да? Я не могу без вступительного слова. Сегодня я хочу начать с метафоры. Язык — это как океан. Это стихия, которую очень трудно изучить до конца, невозможно понять до конца и невозможно ухватить. Ухватить в каком-то неизменном виде, потому что эта субстанция, в нашем случае язык, постоянно меняется. Ну ладно, все. Теперь буду говорить по теме. Забудьте все, чему я вас учила в предыдущих видео. Вы могли подумать, что русский язык один на всей территории России. На самом деле в России есть региональные диалекты, а еще русский язык меняется со временем. Как же менялся русский язык со временем? И как говорят на русском языке в разных регионах России? В России живет около 193 народов. А знаете, сколько языков и диалектов используют в России? Я нашла такие цифры: 277, 295. Почему нет точного числа? Потому что, как я уже сказала, тема сложная. То есть в России говорят не только на русском языке. И в тех регионах, где говорят не только на русском языке, происходит какое-то влияние языков друг на друга. Мы сегодня будем говорить не о разных языках, которые используются на территории России. Мы будем говорить про региональные диалекты. То есть это все тот же русский язык, но он звучит как-то по-разному. На самом деле не только звучит. Региональные диалекты отличаются и лексикой тоже. То есть в каждом регионе, например, есть свои слова, свои выражения, свои словечки, которые не знакомы жителям другого региона. Так вот, региональные диалекты могут иметь свою лексику, свои несколько слов, даже свои грамматические конструкции и свои особенности произношения. Поскольку мой канал как раз о произношении, сегодня я буду говорить именно о нем. Нельзя провести точную, строгую линию и с уверенностью сказать, что вот в этом регионе все люди, вот каждый человек будет говорить только так. Так уже не работает, потому что у нас уже давно есть радио и телевизор, и из радио и телевизора доходит до нас стандартный, так называемый литературный русский язык. Очень многие люди в разных регионах говорят именно на этом русском языке. Но иногда вы можете встретить людей, которые говорят на своем региональном диалекте. И на одной улице и даже в одном доме могут жить люди, которые используют стандартный литературный русский язык, а могут быть люди, которые используют свой региональный диалект. А могут там жить люди, которые смешивают одно и другое. А еще бывает такое, что человек из одного региона переезжает в другой и привозит туда свой региональный диалект. Ну и что вы с этим будете делать? Ничего. Ученым остается просто за этим наблюдать, описывать и все. Я выделю только 3 группы диалектов.
Внутри этих групп тоже есть тонкие отличия. Но мы с вами будем говорить про 3 группы диалектов. Давайте начнем с северного говора. Черты северного говора можно услышать в Ярославской области, в Костромской области, в Вологодской области, в Новгородской области. Друзья, самая яркая черта северного говора – это звук «о», даже если он стоит не под ударением. Правильно, хорошо живут, поживут, хорошо живут. Еще одна черта – это звук «ч», который похож на «ц». А в ящике-то только чего и нет. А в ящике-то только чего и нет. И еще одна очень яркая черта северного наречия, северного говора – это звук «щ», который, как я вам всегда говорила, мягкий, палатализованный, но в северном говоре этот звук произносится как такое слияние твердого «ш» и мягкого «ч». И получается «щ», «щ». А морозко опять хлоп, лопаты, снегу шапушо холоднее был. Снегу шапушо холоднее был. Если есть северное наречие, значит есть какое? Правильно, южное наречие. Первая, самая яркая особенность южного диалекта – это произносить не «г», а фрикативный «г». Можно услышать, что буква «я» перед ударением не редуцируется. И то же самое происходит с буквой «е» перед ударением, перед ударным слогом. У всех наш шалон целиком погрузили в починку и повезли. И в починку погрузили, и куда привезли? Привезли туда в Австрию нас. Так, ну что, вы там, наверное, сидите, особенно мои студенты, которых я замучила этой редукцией. Вы, наверное, там сидите в шоке, да? Типа, зачем же я все это учил? Зачем же я тренирую эту редукцию, если, оказывается, в России в некоторых регионах не редуцируют «о» и не редуцируют «я». Друзья, спокойно, спешу вас успокоить. У нас осталась еще одна группа диалектов, и этот говор называется среднерусский. Оно же литературное русское произношение. Это именно то произношение, которое можно услышать по телевизору, которое вы слышите в фильмах русских, в шоу, передачах и так далее. Среднерусское произношение, оно находится посередине между северным и южным. И среднерусское произношение – это на самом деле микс, смесь этих двух наречий. Из южного наречия в литературный русский язык пришла редукция «о», а из северного наречия пришел, например, звук «г». И среднерусское наречие – это и есть то произношение, которому я учу у себя на канале. Русский язык в пространстве и времени. Отличается ли современный русский язык от того русского языка, который вы можете услышать, например, в советских фильмах? И да, я не буду забегать слишком далеко назад, я возьму только 20 век и сейчас. От лица носителя русского языка должна сказать, что когда ты смотришь современные, новые русские фильмы, которые сняты про Советский Союз, да, и действие происходит как будто бы в Советском Союзе, ты смотришь и все-таки не веришь до конца. Что-то не так, говорят как-то не так. А все дело в том, что в советских фильмах используют старомосковское произношение. Старомосковское произношение возникло естественным путем, но потом его начали популяризировать через театр, через радио. И в какой-то момент старомосковское произношение стало таким рекомендуемым.
Но именно когда это произношение стало рекомендуемым, оно начало уже терять свою актуальность, и сам живой русский язык уже начал меняться, уже начал двигаться куда-то к современному, к тому языку, на котором мы сейчас говорим. На прошлой встрече со своими студентами мы как раз обсуждали эту тему. Кстати, если хотите улучшить свое произношение, стандартное, литературное и разговорное произношение, то приходите ко мне на программу. Она доступна по подписке на Патреоне. Так вот, мы обсуждали эту тему с моими шедуерами, и я задала такой вопрос. Вы заметили, что в советских фильмах актеры говорят по-русски как-то по-другому? Понять то, что говорят в советском фильме, легче, чем понять то, что говорят в современном фильме. В советских фильмах речь как будто бы яснее, предложения более полные, редукции меньше, я имею в виду меньше сокращений слов. Потому что в современном русском языке, как я показывала вам в некоторых коротких видео, некоторые слова очень сокращаются. Так сокращаются, что их трудно узнать вообще. Еще популярный комментарий и справедливый, так действительно и есть. В советских фильмах можно заметить более такую торжественную интонацию. Да, и именно с интонацией я и начну. Мода на интонации меняется. В советских фильмах, в советских телепередачах вы можете заметить интонацию 4 повсеместно. В Москве и Подмосковье будет по-прежнему тепло, температура ночью 11-13, днем около 25 градусов. Гораздо чаще можно заметить интонацию 5, интонацию 6. В моей жизни большое событие. Мне хочется отсюда, с Красной площади, передать поздравления всем тем, с кем мне посчастливилось встретиться. Сейчас в современном русском языке я бы сказала, что наиболее популярная интонация — это интонация 2. Резко вниз, резко вниз, резко вниз. Сейчас как будто бы меньше используют эти экспрессивные интонации. Как будто бы такая гравитация действует. Такая интонационная гравитация. И если человек вдруг начинает говорить вот с этими экспрессивными интонациями, то это уже звучит сейчас как-то: ты откуда вообще? Ты из какого века? Какие еще черты были свойственны старомосковскому произношению? Как вы произнесете, как вы прочитаете вот эти слова? Ну, сейчас я своих студентов учу смягчать звук «с», да? И мы скажем «боюсь», «боюсь», «улыбался», «улыбался», «улыбался». В обоих случаях «с» мягкий, палатализованный. А вот в старомосковском произношении в таких случаях был твердый «с». «Боюсь», «улыбался». Еще один интересный момент. Вот в подобных формах глаголов второго лица единственного числа, где сейчас мы прочитаем «ся» на конце, одеваешься, одеваешься. В старомосковском произношении говорили «одеваешься». Следующая черта — это мягкий «ж». Например, вот это слово сейчас я прочитаю «дожди», «дожди». А в старомосковском произношении говорили «дожди», «долгий», «долгий», «маленький», «русский». Сейчас я скажу «кий», да? А вот по старомосковскому произношению нужно было говорить «русской», «долгой», «маленькой». Знаете это слово? Конечно, знаете. В этом слове «ченно» мы читаем как «шна». Да? Конечно. Это осталось от старомосковского произношения. По старомосковскому произношению нужно было говорить молочный, а не молочный,
коричневый, а не коричневый. Еще одна черта старомосковского произношения – это появление мягких, палатализованных согласных там, где вы их не ожидаете сейчас. И для нас с вами это очень хорошая новость, потому что если бы мы сейчас говорили на старомосковском произношении, то, слушайте, учить фонетику русского языка было бы еще труднее, мне кажется. Первый. Первый. Борщ. Все эти черты сейчас вы можете услышать, знаете, редко, только у некоторых людей, и, скорее всего, не все сразу, а только вот одну черту или две черты из тех, что я перечислила. И эти черты скорее свойственны пожилым людям сейчас. А если молодой человек использует вот эти приемы, то, скорее всего, он хочет создать какой-то эффект комичности, или, может быть, он специально стилизует свою речь под старое произношение. Например, на одном канале на Ютубе парень говорит на старомосковском произношении в своих видео. Вот прямо соблюдает все правила старомосковского произношения. Специально для стиля своего канала. В прошлом году я провел один лингвистический эксперимент. Не воспринимались на слух. Не воспринимались. Ну что же, друзья, я вам попробовала сегодня просто, коротко и схематично объяснить океан. Надеюсь, у меня получилось. В описании к этому видео я оставлю ссылки на те видео, которые я показывала вам в этом видео. Давайте продолжим эту тему в комментариях. Напишите, пожалуйста, какая ситуация с региональными диалектами в вашем родном языке. Есть ли вообще региональные диалекты у вас? Насколько критична, насколько сильна разница между диалектами? И понимаете ли вы людей из прошлого века? И понимают ли они вас? До скорой встречи. Пока-пока. Sound like a Russian. End of discussion.